В этом выпуске мы изучим один из сильнейших элементов настольного тенниса – топ-спин справа. Этот элемент является залогом успешной игры от начинающего до игрока первой десятки мира. Его сила заключается в том, что можно сильно ударить мяч из любой позиции без потери качества за счет вращения. Само вращение можно постоянно менять. Это вводит любого оппонента в ступор и приносит нам дивиденды в виде выигранных очков. Сегодня мы погрузимся в технику выполнения топ-спина справа, а затем будем изучать методику обучения и подводящие упражнения, которые ускорят наше обучение. Эту методику могут использовать любители, тренеры-преподаватели и начинающие спортсмены для самостоятельных занятий. Бонусом в конце ролика покажу 8 разновидностей топ-спина, их особенности и когда они применяются. А с вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете много полезной информации, которая значительно улучшит вашу игру. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь, мы начинаем. Немного истории. Как зародился топ-спин справа? На самом деле топ-спин в том виде, в котором мы его знаем, сейчас прошел целую эволюцию. Углубившись в историю, можно узнать, что до 50-х годов в основном играли в защите и было доминирование европейских теннисистов, на что азиатские спортсмены не очень радостно реагировали. В 1950-х годах появились уже накладки с шипами вовнутрь с губчатой прослойкой, и японцы начали искать противоядия против европейских защитников. И придумали так называемый топ-спин, который называли в то время дьявольский мяч из Токио, так как без тренировки было невозможно отбить этот мяч. Его попадание 90% гарантировало успех. В 1961 году японцы успешно применили топ-спин справа на чемпионате мира, и с того момента по сей день он является главным элементом в арсенале каждого игрока. А теперь переходим к изучению дьявольского мяча из Токио. Magic. Топ-спин. Атакующий удар, в котором большая часть энергии переходит в верхнее вращение. Верхнее вращение создается за счет игры по касательной, выполняется зацеп резиной. Применяется на приеме длинных подач, начало атаки по нижнему вращению, контратаки у стола, контратаки в средней и дальней зоне. В этом ролике мы будем рассматривать технику топ-спина справа по подставке. Исходное положение. Располагаемся в ближней зоне на расстоянии около метра от стола. Левая нога впереди, правая сзади на расстоянии целой стопы. Ноги чуть шире плеч, носок правой ноги развернут в сторону. Левая и правая рука согнуты, плечи на одном уровне. Замах. Поворачиваем корпус вправо за счет разворота таза и переносим вес тела на правую ногу. Предплечье разгибаем примерно до угла в 120 градусов. До конца руку не выпрямляем. Плечи держим на одном уровне. Кисть опущена вниз и находится на уровне колена. Наклон ракетки примерно 45 градусов. Фиксируемся и делаем паузу. Удар. Когда мяч начинает отскакивать на нашей половине, мы начинаем выталкиваться правой ногой, начиная поворачивать бедро вперед внутрь, одновременно поворачивая корпус влево. Начинает поворот плечо, двигаясь вперед, запуская руку и в момент до контакта останавливается, и в этот момент сгибается предплечье. Кисть расслаблена и доигрывает по инерции, обрабатывая мяч по касательной вверх-вперед. С биомеханической точки зрения эффективна именно такая последовательность включения звеньев: ноги, корпус, плечевой пояс, плечо, предплечье, кисть. Если ноги не подключаются, начиная с замаха, топ-спин всегда будет слабым. Точка удара и контакта с мячом. Топ-спин по подставке необходимо стремиться играть в наивысшие точки перед собой, верхним краем, ближе к носику ракетки по верхней части мяча. В игровой ситуации эта точка будет меняться, так как мы будем находиться в динамике. Если мы будем опаздывать и не доходить ногами, то придется играть за собой и больше вверх, что придаст мячу сильное вращение и надежную траекторию, но замедлит сам полет мяча. Завершение удара. После контакта с мячом корпус поворачивается влево, вес тела доносится в левую ногу, плечи смотрят в направлении удара, локоть находится чуть сбоку, чуть ниже уровня плечевого сустава. Предплечье и кисть смотрят в направлении удара. Кисть находится на уровне головы, визуально создается острый угол, или, как еще говорят, получается домик, если подставить вторую руку.
Переходим к методике обучения. Первое, с чего начнем обучение топ-спину, это с чувства зацепа. Это будет особенно актуально, кто еще не понимает, как цеплять мяч. Но если вы уже освоили срезки, то быстро пройдете данный этап. Еще один момент по инвентарю. Если у вас жесткая резина или простая уличная ракетка, то вы не научитесь вращать ими, либо потратите много времени. Зацеп быстрее ловится европейскими накладками мягкой или средней жесткости губки и цепким топ-шитом. Упражнение 1. Прокат мяча по столу. Кладем мяч на стол, накрываем сверху ракеткой и просто катим по верху мяча. Задача, еле задевая мяч сверху, прокатить его вперед. Можно начать с большого мяча, затем взять для тенниса и потом для настольного тенниса. Упражнение 2. Берем корзинку мячей, отходим далеко от стола, садимся на стул, бросаем мяч и выкручиваем мяч вверх. Стараемся играть по касательной, чтобы мяч по высокой дуге полетел на стол и желательно, чтобы был чпоньк при контакте. Упражнение 3. Садимся на пол. Берем мяч и стремимся сделать то же самое. Основная задача — почувствовать зацеп. Это такое чувство, когда ощущаешь натяжение накладки и как сам мяч вжимается внутрь и потом выплевывается и летит по дуге, постепенно ускоряясь. Упражнение 4. Переходим к более тонким упражнениям. Ставим мяч на горлышко и выполняем с него удар. Стремимся попасть в мяч по касательной, чтобы он перелетел на другую сторону стола. Если вы правильно обработали мяч, то горлышко останется на месте. Если улетит вперед, значит вы ударили больше мяч вперед. Упражнение 5. Бросаем мяч об свою половину и точно так же выполняем зацеп. Следим, чтобы контакт был по касательной и мяч летел по дуге, ускоряясь после отскока. Когда не удается почувствовать зацеп и все равно вталкиваете мяч, то на помощь приходит всеми известное колесо. Подписчики часто задают вопрос, вредно колесо или нет, что оно ломает технику или нет. Это все заблуждение и зависит от того, как пользуешься. Если это делается без самоконтроля и наблюдения, то даже простая игра за столом ломает вам движение. Есть только ограничения по размеру колеса. Колеса должны быть небольших размеров и не требующих огромных замахов. Все мы помним наши колеса в секциях советских велосипедов и тренера, который говорит: начинай удар от пола и веди его до конца. Такое, да, уже устарело. А поролоновые колеса Ефремова Алексея на липучке с роликовым колесом. Все это можно и нужно использовать, особенно на этапе становления техники. Это как груша у боксера. Упражнение 1. Разрабатываем точку соприкосновения. Ставим колесо и начинаем без ускорения прокатывать его по верхней части колеса, закрытой ракеткой. Это необходимо, чтобы почувствовать угол и как играть. Упражнение 2. Выполняем то же самое, только сгибаем быстро предплечье и стремимся раскрутить колесо. Задание необходимо выполнять касание верхней частью ракетки. И крутим до посинения, пока не начнем крутить колесо и не почувствуем ускорение с зацепом. Почувствовали? Тогда повторяем прошлое упражнение. Если вы сразу почувствовали зацеп, то колесо можно не использовать на данном этапе. Когда почувствовали зацеп, начинаем выстраивать технику удара. Разрабатываем предплечье. Если кисть отвечала за вращение, то предплечье отвечает за ускорение. Упражнение 1. Учимся сгибать-разгибать предплечье. Плечо неподвижно. Ставим руку в положение наката, угол 90 градусов, ракетка открыта. Теперь поворачиваем предплечье ребром за счет поворота запястья. Ракетка получается в закрытом положении и начинаем сгибать-разгибать руку до отказа. Упражнение 2. Выполняем то же самое, только руку опускаем плавно, а затем быстро сгибаем. Упражнение 3. Берем резиновый жгут, привязываем к ножке стола и отходим на расстояние, чтобы, держа в руке, создавалось немного натяжения. И начинаем сгибать, преодолевая сопротивление. Так вы начинаете чувствовать мышцы, участвующие в ударе. Не стоит работать с гантелями, особенно детям при постановке техники, так как механическое воздействие на несформировавшийся двигательный аппарат может привести к травмам. Потому что, когда мы учимся, движение летает и погрешности в градусах приведут к перегрузкам. Лучше их применять для развития взрывной силы при хорошо поставленной технике. А жгутик – хороший тренажер, который используется даже топовыми спортсменами в разминке и в отдельных видах тренировки. Упражнение 4. Сейчас учимся акцентировать сам удар на мяче. Начинаем выполнять упражнения на колесе. Сейчас задача резко ударить по касательной, чтобы появилось вращение и колесо начало немного крутиться. Касание должно быть тонким и звук еле уловимым. Упражнение 5.
Игрок бросает мяч в свою половину стола и второй рукой стремится быстро его схватить перед собой за счет резкого сгибания предплечья. Это упражнение взрывное и приучает делать точечное усилие на мяче, которое будет необходимо на топ-спине. Разработали мышцы руки, теперь начинаем работать с мячом. Упражнение 1. Игрок бросает мяч об свою половину и сгибает предплечье. Ракетка находится в закрытом положении. Упражнение 2. Тренер подает простую подачу, игрок выполняет сгибание предплечья, стремясь закрутить мяч. Отлично, переходим к работе корпуса. Упражнение 1. Берем палку или швабру, что вам больше нравится, вставляем в локти и начинаем выполнять повороты за счет таза и корпуса. Основная задача – держать плечи на одном уровне и работать тазом и косыми мышцами живота. Вы должны там почувствовать легкое натяжение. Медленно поворот в одну сторону до отказа, медленно в другую. Упражнение 2. Выполняем то же самое. Медленно разворачиваемся на замах и быстро поворачиваем корпус на удар. Не забываем развернуть носок правой ноги в сторону, иначе вы заблокируете путь на замах в тазобедренном суставе. Упражнение 3. Выполняем удар с палкой за спиной. Тренер подает подачу, мы выполняем удар за счет поворота корпуса. Когда почувствовали корпус, объединяем его с предплечьем и кистью. Сейчас основная задача согласовать звенья между собой, чтобы они четко работали в правильной последовательности. В ударе первым стартует корпус, а за ним начинает движение предплечья с кистью. Упражнение 1. Выполняем имитацию. Медленно начинаем запускать звенья при ударе. Поворачиваем бедра с корпусом, затем сгибаем предплечья, а плечи немного направляем вперед, но за момент до сгибания предплечья как бы стопорит локоть. Упражнение 2. Выполняем то же самое на колесе. Разворачиваем корпус и делаем взрывное движение по касательной на колесе. Упражнение 3. Бросаем мяч об свою половину, поворачиваем корпус и сгибаем предплечье, резко хватая мяч. Упражнение 4. Выполняем удар со своей половины. Бросили мяч и повернули корпус, сделали ускорение на мяче. Стараемся почувствовать, что рука идет по инерции за корпусом. Она не должна сильно напрягаться во время удара. Упражнение 5. Тренер подает простую подачу. Игрок выполняет поворот корпуса и ускорение на мяче. Теперь переходим к работе ног. Вначале учимся переносить вес тела с правой ноги на левую. Упражнение 1. Выполняем перекаты в сторону с правой на левую. Полностью садимся и стараемся почувствовать, как вес тела с одной ноги переходит на другую. Упражнение 2. Делаем то же самое по направлению к столу. Упражнение 3. Берем две корзинки, одну ставим на пол, вторую на стол к сетке. Засыпаем мячи в корзину на полу. Берем мяч из корзинки, сгибая правую ногу и перетаскиваем в другую корзинку, сгибая ногу вперед. Следите, чтобы вы опускались за счет сгибания ног, а не наклона корпуса и опускания руки. Упражнение 4. Покрутили ногами на месте вокруг своей оси, как при работе таза. Повернули бедра с носками на замах, развернули бедра вокруг и повернули носки в направлении удара. Упражнение 5. Объединяем перенос и поворот ногами. Загружаем правую ногу, делаем перенос не перекатом, а как бы вокруг вперед. Поворачиваем и тянем бедра и таз в направлении удара. Почувствовали? Молодцы! Да, топс освоить не так-то просто. Теперь все соединяем. Упражнение 1. Имитация. Начинаем последовательно выполнять удар. Вначале выполняем замах, поворачиваем носок правой ноги в сторону, поворачиваем таз и загружаем правую ногу, синхронно разворачивается корпус и разгибая предплечье, чтобы кисть оказалась на уровне колена. Ракетка опущена носиком вниз, находится в закрытом положении. Затем начинаем выполнять удар, выталкиваемая правой ногой. Выталкиваемся правой ногой, одновременно поворачивая таз влево, за ним стартует корпус, затем поворачивается плечевой пояс, за ним начинает движение плечо и за момент до контакта резко начинает сгибаться предплечье, дорабатывая мяч расслабленной, но не болтающейся кистью. Упражнение 2. Теперь то же самое выполняем на колесе. Вначале медленно, потом добавляя ускорение. Следим за техникой выполнения, стараясь прочувствовать движение. Упражнение 3. Бросаем мяч об свою половину и выполняем то же самое, как в прошлых упражнениях.
Когда начали чувствовать и правильно выполнять удар, переходим на БКМ. БКМ – это упражнение с большим количеством мячей. Упражнение 1. Тренер подает подачу. Игрок выполняет удар, начиная из положения замаха. Упражнение 2. Тренер бросает мяч с ударом об свою половину. Игрок выполняет удар. Упражнение 3. Тренер бросает мяч без отскока на своей половине. Игрок выполняет удар. Это было краткое описание постановки одиночного выполнения топспина справа по моей методике, так как постановка серийного топспина, чувство ритма, темпа, усилия и легкости удара не уложить в одном видео. Теперь переходим к бонусам. Расскажу, какие бывают топспины, их характеристики и назначения. В настольном теннисе есть классический топспин по подставке, мы его уже прошли. Классический топспин по нижнему вращению используется для начала атаки по нижнему вращению. У удара средняя скорость часто выполняется по месту. Топс-удары есть по подставке, по накидке и по нижнему вращению. В этом топсе имеется сочетание сильного вращения и быстрой скорости. Используется для обострения атаки или выигрыша очка. Навесные топспины могут выполняться по любому вращению. Имеют сильное вращение и небольшую скорость. Используются против сильного нижнего вращения, либо для того, чтобы сбить игровой ритм или против игроков, которые плохо владеют подставкой. Боковой топспин играется по боковой части мяча и имеет боковую траекторию полета. Мяч после отскока улетает в сторону. Используется, чтобы глубоко сместить соперника, вынудить на ошибку при подставке или просто добавить надежности в свой удар. Ложный топспин. Часто им пользуются начинающие. Визуально выглядит движение как обычный топспин, но контакт выполняется нижней частью ракетки, отчего мяч не получает сильного вращения. Используется для того, чтобы запутать соперника и вынудить на ошибки при подставке. Контр-топспин со стола, или как называют этот элемент профессионалы, скрутка. Выполняется для быстрого перехвата инициативы. Используют против навесных топспинов, против игроков, которые делают несильное начало по нижнему вращению. Контур-топспин со средней зоны или перекрутка. Выполняется со средней зоны против топспинов соперника. Используется для контратаки и перехвата инициативы. Топспин с нижним боковым вращением является игровым финтом. Игрок выполняет удар, замах как на боковой топспин, но играет не по боку мяча, а как бы под мячом вперед сбоку. Используется по медленным и удобным мячам, часто по опустившемуся мячу. А назначение – запутать соперника и вынудить на ошибку. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите в комментариях, что в освоении топспина справа вам дается сложнее всего. Это была краткая часть методики обучения топспина справа. Если вы хотите пройти обучение вживую или онлайн, то можете мне написать лично в Telegram. Работаю я в Москве. Вот мой Telegram. Подписывайтесь на группу в Телеграме. Там появляется информация о новых выпусках. Жду от вас лайков и, конечно, подписываемся на основной канал и ставим колокольчик. С вами был Иван Толмачев. До встречи. Ой.